Сергеевич, твое позволение. Давай, давай. Да, ну, представишь нашего гостя, я думаю, понятно, да. Так. Ну что, мы в эфире, нет? У тебя показывает? Мы в эфире. Отлично. Итак, добрый вечер, дорогие наши телезрители. Рад вас всех приветствовать на очередном стриме, посвященном акустическому бренду акустики Legacy Audio. С нами сегодня в гостях, представит его Михаил Сергеевич позднее. Я, с вашего позволения, представлю Михаила Сергеевича Борзенкова, нашего единственного и неповторимого ведущего и переводчика всех стримов. Собственно, прошу любить и жаловать, Михаил Сергеевич. Так, все, переходим ко мне. Короче, да, ребята, значит, это человек, на экране которого написано «Виктория». Отлично. На самом деле, да. На самом деле его зовут Билл Дадлстон. И это реальная легенда абсолютной аудиотехники, потому что это человек, который основал в 1983 году компанию Legacy Audio, которая делает абсолютно легендарные хай-эндные колонки. Мало того, что он основал ее тогда, он являлся ее владельцем тогда, продолжает быть ее владельцем и, самое главное, главным разработчиком всех этих колонок. То есть человек, который прошел, получается, уже почти 40 лет вот этой всей нашей заварухи с аудиофилией от начала и до конца. Удивительный совершенно персонаж, с которому у меня такое количество вопросов, что я боюсь, что могу немножечко подвинуть форумных вот, и не дать кому-то высказаться. Но тем не менее, друзья, если кто, значит, смотрит наш стрим, надеюсь, вы смотрите наш стрим, пожалуйста, вопросы в чатик, все как всегда. Вот, но начну я, как обычно, с традиционного. Как дела обстоят с изоляцией между прочим, в Спрингфилде, где сидит, собственно говоря, Билл Дадлстон. Okay, Bill, hello, welcome to our stream. Hello. So, the first question, of course, is how is it going on in Springfield? Are you isolated? Are you locked down? Are you sitting at home? Or yeah, I'm actually at the company facility right now. We have a minimum crew here that is loud. And our governor kind of has broken our state into 5 different zones. And the reason they've done that is because Chicago is a zone in itself. So and that's where most of the cases are. So downstate Illinois, it's a lot less intense. So. Ну, значит, Билл говорит, в Спрингфилде он сидит не дома. Он сидит, собственно говоря, вот сейчас там в штаб-квартире на заводе. Они по-прежнему имеют возможность минимальную команду держать на производстве, то есть что-то они делают. Он говорит, что, значит, губернатор штата разделил вообще всю территорию на 5 зон, вот, и в них разные, так сказать, условия карантина. Самый жестокий в Чикаго, где, естественно, большинство подхвативших вирус, вот, поэтому они там сидят на плотном локдауне, а в Спрингфилде все еще более-менее, вот они как-то могут даже позволить себе более-менее работать. So, you still keep the production somehow? Yeah, we're still able to get some product out because of inventories and so forth. Most of what we're doing now is customer service related and just support. So I have what we call a skeleton crew, a small crew that's able to do so. And this should change at the end of this month. It should be relieved. So. Ну, я спросил, действительно ли они продолжают производить колонки. Говорит, что ну вот колонки вот буквально чуть-чуть. В основном, конечно, это минимальная команда, которая позволена выпускать на завод. Она занимается, ну, именно обеспечением технической поддержки. Да, то есть всевозможные там починки, ремонты и тому подобное. Вот этим они в основном и занимаются, чтобы хоть как-то удовлетворить, так сказать, текущие потребности покупателей. Вот. Но, в общем, в конце месяца обещают, что у них уже будет полегче, смогут нормально работать. Теперь, с вашего позволения, хочу перейти к, так сказать, истории вопроса, потому что компания Legacy – это, конечно, легенда в мире звука, и это человек, который ее основал. В общем, задаю первый вопрос. Значит, вообще, как Билл пришел к тому, чтобы делать колонки в 1983 году? Зачем он вообще пошел в этот бизнес? Что было? Как? Почему? Okay, Bill. So the first question, of course, about the history of the company. So it's 1983, as far as I can get. And what happened? How did you decide to start making speakers? What made you do that? Yeah, I had been doing a number of electronic projects and so forth since a child.
in building, radios and a number of amplifiers and so forth. And as time progressed, I got pretty handy at, and I had skills in woodworking that I had developed, and so I got very interested in manufacturing speakers that were better than I could afford. That's simple. And so my friends took interest in that, and next thing you know, I was selling loudspeakers to other people. And I had a degree at the University of Illinois in chemical engineering, which was a very broad category because a chemical engineer has to know electrical properties, they have to know chemical properties and materials technologies, and also pneumatics and so forth, mechanical things. So it was a really great background for loudspeaker development. Let me translate that. Значит, и в 83 году, в общем, говорит, Билл, традиционная абсолютно история, связанная с тем, что, с детства делал какую-то аудиотехнику, копался там, паял какую-то электронику, приемники делал, все остальное, вот, а плюс, что важно, учился на, как это называется, chemical engineer там, да, значит, в общем, короче говоря, диплом химика, в общем, он получал, а у них система образования в Америке, она очень сильно отличается от нашей. Там, в общем, вроде название такое же, а на самом деле учится человек совершенно другим вещам. Вот говорит, что вот этот самый химик, он как раз должен был изучать и математику, и сопротивление материалов, там, и механику, то есть кучу-кучу всего, что очень-очень полезно оказалось именно при разработке акустических систем конкретно. Вот. А, собственно говоря, началось все с того, что, естественно, Билл, кроме того, что паял там какие-то приемники, стал делать, собственно, акустику. И понятное дело, что делал колонки, сам он мог сделать колонки гораздо лучше, чем те, которые он мог себе позволить купить. То есть классический путь самодельщика. И, соответственно, все его друзья тоже подсели на эту аппаратуру, которую он делал. И, в общем, дальше, я так понимаю, был один шаг до создания компании, но об этом мы еще не говорили. So, what happened next? Yeah, developing, loudspeakers was a very progressive thing for me because I was very much an experimenter and love to evaluate all types of designs, whether it be electrostatic or planar magnetic, ribbon and cone transducer technology, conventional moving coil drivers. So I was very intrigued by the possibilities available and started putting combinations of things together to try to achieve the most optimal result. And I didn't have a set formula, except that I learned from basic principles. And I had done, I would say I've done as much research and reading as anybody in the industry, from my first days with Alan Blumlein and Harry Olson and a lot of the greats in our industry. So. Он говорит, что вообще у него не было как бы такого некого исходного рецепта, вот как сделать правильную акустическую систему, что вот, значит, на его взгляд должно быть идеальным звуком, а как раз интересно было именно экспериментировать, потому что куча разных вариантов, да, есть, значит, планарные колонки, есть там, значит, ленточные твиттеры, АМТ-излучатели, еще что-то. И, в общем, путь Билла – это путь эксперимента, попыток совместить одно с другим, третье с четвертым, а потом пятое с первым. Вот. И, собственно говоря, таким методом вот поиска, проб и ошибок нащупать вот ту самую золотую середину, которая позволила бы создать идеальные колонки. Соответственно, его именно технический научный бэкграунд тоже, в общем, вполне себе это позволял, потому что, говорит, что, я, наверное, вот как и все в индустрии в этот момент старался именно с точки зрения технологии, техники и научного подхода быть теоретически подкованным и, в общем, читал и изучал все, что нужно было для создания правильного, так сказать, инженерного решения в акустических системах. Yes. And then when you started your company, how did it happen? My wife was a physician and she was in medical school at the time.
And so she was working more than 100 hours a week. So that gave me lots of free time. And so I had set up an operation. In my garage, I actually had set up a factory so that whenever she wasn't there or was busy studying or something, I could just escape to the garage and build loudspeakers or could work on them. And I also had taken over the back end of the house with lab equipment and so forth, and oscilloscopes and analyzers and so forth. But I think when I found myself in the business basically was when I had recording studios that were starting to come to me, and their demands were more complex than, say, the audiophile. An audiophile, you didn't have to have as much dynamic range as you did in the studios, particularly in mastering and production rooms. And so I started building a hybrid speaker that had a lot more dynamics than most of the speakers at the time, like a Dahlquist or a Magnapan or Magnaplaner. Speakers of that nature were very good, but they didn't have the kind of impact that the studios needed. And so because I was pressed by the studios to develop something with more intensity, I developed models like the Classic and later the Signature, and then finally the Focus. And the Focus is when Legacy caught fire. Let me translate that now. Я спросил Билла, как же, собственно говоря, начался именно бизнес-проект фирмы Legacy. Вот. И он говорит, моя, говорит, жена была физически, насколько я понимаю, это врач, то есть терапевт в Америке. Вот. Говорит, жена работала терапевтом, работала по 100 часов в неделю, дофига, вы понимаете, да, там врачи всегда задерживаются и так далее. Говорит, поэтому у меня куча свободного времени оказалось, в смысле дома. Не надо было там сидеть, ужинать, там, смотреть телевизор. И я сидел все время в гараже и пилил эти, понимаешь, акустические системы. Потом еще, к тому же, занял, значит, вот там задние комнаты в доме, значит, чтобы это все накручивать. В общем, предавался аудиофильскому разврату как только мог. Вот, а дальше поворотной точкой было, когда к Биллу пришли люди с звукозаписывающих студий, потому что у них запросы, конечно, были гораздо более такими серьезными и, скажем так, они гораздо более требовательные, чем традиционные аудиофилы. Потому что, например, очень важно, чтобы был широкий динамический диапазон, максимально широкий, особенно там для мастеринга, для мастеринговых студий и так далее. Вот. Такой диапазон, который, в принципе, нормальные аудиофилы, им не нужен. То есть звучит-то и так неплохо. Вот. А там надо, чтобы именно это отрабатывалось, чтобы проверять, насколько хорошо звучит фонограмма. И вот ему пришлось делать гибридные колонки. Не пришлось, а вот он начал. Придумал, как их делать с максимально широким динамическим диапазоном, таким, какие не могли делать никакие другие компании, которые делали вот подобного рода акустику, потому что никто, собственно говоря, к ним не предъявлял этих требований. Но я хочу вот уточнить про эту всю историю со студиями, потому что она действительно известна, и расспросить Билла о том, а как же, собственно говоря, эти люди к нему пришли, вообще как он попался-то на глаза, то есть что произошло. Bill, actually, there is an interesting story about this studio connection that you had. So how did it happen? How did they came to you? Where did they saw you? Where did they find you? It's interesting because I've never ever promoted in Yeah. pro magazines. Or you won't see our speakers sold in the United States on Sweetwater's site, which is a predominant site. Yeah. And basically, it became one of musicians talking to each other and forming networks. And we're in the Bill Vorndick in Nashville, Tennessee. Where the country artists, record Alison Krauss and Vince Gill and so forth. In New York City, it's been really remarkable because of the Herbie Powers. I made a friend of Herbie Powers. I can't even remember how this started, to be honest, but he was
you know the song, Everybody Dance Now. All right. Let me translate that from this point. Значит, Билл говорит, ну, кстати говоря, хорошая история, потому что я сам не очень понимаю, что я никогда не промоутировался, никогда не давал рекламу там в профессиональных изданиях, которые писали профессиональную акустику, да. Колонки Legacy не продавались в там каких-то более-менее популярных сетях, да, широких рыночных. Вот, соответственно, вообще непонятно, как я вообще попал на глаза всем этим студийным ребятам, но, судя по всему, дело все было в музыкантах, которые, значит, ну, вот как бы по сарафанному радио что-то передавали. Вот, он говорит, что вот у нас, типа, на районе, значит, в Нэшвилле это была студия, с которой ко мне люди пришли, студия, в которой писались многие кантри-артисты. Из тех имен, что я успел запомнить и узнать, это была Элисон Краус, там записывалась. Вот. А потом говорит, что вот в Нью-Йорке еще интересная история. Там был вот этот вот парень, говорит, что-то забыл, и как его зовут, но вот он, значит, вот эту вот песню пел, вот эту вот Everybody Dance Now. Am I right? I don't remember the name as well, but still. Ну, в общем, короче говоря, как вот этот чувак. And so this guy, he somehow managed to hear the speaker that he did? Yeah, actually, there was a gentleman who was at Universal Music Group at the time. Mm-hmm. His name was Dave Soto, or still is Dave Soto. And he actually said he's got some really tough demands and needs me to build something for these guys. And so the focus speaker was actually developed with their needs in mind, which they liked what audiophile sound was doing, and they needed more accuracy because when digital came along, the studios had become a lot more linear, and there wasn't as much variation in the studios as there was before. People wanted the same sound more or less everywhere they went. Mm-hmm. And so you would, in the past, you might have JBLs up, you might have something radically different, or George Augusberger's monitors and so forth. So there was a wide variety in the sound. Well, they wanted something that was more uniform and standardized. And B&W 801s, for example, had made it in some of the classical studios in Great Britain, but it really wasn't catching on over here. So they wanted something with more heart and more guts, but it still had to have the delicacy and intimacy of the audiophile sound. Mm-hmm. Ну, в общем, история стоит в том, что действительно это ребята из Universal, и вот конкретно эти музыканты, они на самом деле действительно слышали, очевидно, звук Колонок Legacy, им нравился именно вот, ну, скажем так, аудиофильский контекст, то, как они хорошо, красиво звучат, да, но при этом это был как раз тоже момент, когда студии начинали становиться все более, в буквальном смысле, профессиональными, все более стандартизированными, потому что до этого, это действительно так, был очень-очень большой разброс в характере звучания на разных студийных комплексах, и звукоинженер, который приезжал из одного в другой, мог оказаться в ситуации, что он не понимает, а как вот это звучит. Здесь стоит JBL, здесь стоит, там, не знаю, Лансинг, еще что-то, и как это все, как с этим работать, значит. И была большая потребность в том, чтобы некое стандартизировать, привести к некому стандарту, к общему знаменателю звук в масштабе индустрии, а не только отдельных конкретных студий на местах. Вот. И вспоминаются колонки, например, в этом смысле Bowers Wilkins 801, которые в Великобритании, да, заняли вот такую нишу некого индустриального стандарта. С одной стороны, достаточно точного и ровного, да, и честного, с другой стороны, достаточно изящного и подробного звука. Значит, и вот ребята из Universal, они тоже хотели вот что-то же такое же, но не такое, скажем так, рафинированное, как у англичан, а все-таки, чтобы больше было, так это у нас принято говорить, яиц и души. Вот. Ну и, собственно говоря, я так понимаю, что Билл как раз вот и постарался ответить на этот запрос, поскольку пришли они к нему, поскольку пришли они с этим запросом к нему. Вот. И как раз-таки, как я понимаю, вот эта серия «Фокус», она и появилась вот именно в этой ситуации.
So Focus was made exactly one of the first speakers. What you did, or what year was that? That was 1993 was when the first Oh yeah. prototype was developed. Then in 95 is when we really kicked up the production on it. And it was, it's interesting because about that time, club music was becoming very big internationally. And so audiophiles actually were wanting to play some pretty intense stuff. And groups like Yellow that had really sophisticated low-end responses and kind of interesting tracks through the 80s and 90s. And so that increased the demand for that type of a speaker. And at that point, as Focus gained acceptance, I continued my research on further to say, okay, now I've got the dynamic range and I have the tonal characteristics and I've got a magic formula here. What if I took it to the next step and made a speaker that would sound as good in any room, had a room independency to it? And that's when I developed the Whisper loudspeaker system. The Whisper. Yeah. Значит, история была такая. Собственно говоря, действительно, именно серия «Фокус», вот она в начале 80-х, в 83-85 году разрабатывалась. И дело было в том, что, опять же, менялась некая концепция музыки, которую люди слушали в этот момент, потому что неожиданно вошла в моду именно клубная музыка, которая, так сказать, немножечко тональный баланс другой имела. Да, там было очень много баса, это вот упомянул Билл Yellow. Специфическая такая сложная фонограмма с большой басовой, серьезной большой басовой составляющей, которая требовала от колонок отработки, немножечко других частей тембрального диапазона, чем до этого. И, соответственно, вот Фокус как раз работал с такой вот, в том числе с таким запросом, вот, шепот за 3 ляма, я вижу там, да-да-да. Значит, с таким запросом, и, собственно говоря, вот сделали серию Фокус, которая была, с одной стороны, достаточно ровной, достаточно четкой, да, с другой стороны, вот она обладала тем динамическим диапазоном, который позволял отыгрывать в том числе и вот такую клубную, мощную, качающую музыку. Вот. Ну и следующий пункт был в том, что вроде как вот формула правильно сделанной колонки уже выработалась у Legacy, у Билла. Вот. И оставалось теперь, значит, сделать, так сказать, акустику следующего этапа. И здесь Билл говорит, я хотел сделать колонки, которые были бы не только вот как бы сами в себе более или менее идеальны с его точки зрения, да, но еще и работали в любой комнате, в любых условиях. То есть вот были бы минимально зависимы от внешних факторов. И так появилась серия колонок Whisper. Вот. И у нас, я вижу, в комментариях уже появилось ха-ха, шепот за 3 ляма. Да, действительно, колонки переводятся как шепот. Вот, значит, 3 ляма, окей. So, the Whisper, as soon as we mentioned that, we have a comment on the chat saying, yes, this kind of Whisper for 3 million. Should be 3 million rubles or something. So a Whisper was pretty pricey, right? Значит, sorry, Russian translation first. Значит, я перевожу Биллу, что вот у нас, да, комментарий появился, и, значит, Whisper за 3 миллиона, получается, это оказалась слишком дорогая колонка. So, was it too expensive? Actually, we've sold an enormous amount of it. And the reason I think is the predecessors in high-end, the high-end speaker prices had gone, $50,000 US, and now I think they're up to $1 million US, which is insane. And, if you ask me to build the best speaker that I know how, with the experience that I have, using the most exotic of all technologies, I don't think I could spend $100,000. It just doesn't cost that much, to employ the technology. So we made the speaker as affordable as we possibly could. And as a result, we sold thousands of them. So
Отличный ответ, кстати говоря, про 3 ляма. Билл говорит, ну, ребят, да, это как раз было время, кстати говоря, надо сказать действительно, что в конце 80-х, а уж тем более в 90-х, это было время расцвета безумного хай-энда, в самом деле, когда цены на колонки были не то, что там на 3 миллиона рублей, а там, да, 100 тысяч долларов, 500 тысяч долларов, миллион долларов, да почему нет? В конце концов. И в этом смысле Whisper совершенно, так сказать, в этом контексте является собой абсолютно доступную аудиосистему. Потому что Билл говорит, ребят, ну вот, честно говоря, я смотрю на эти цены и понимаю, что вот я могу себе представить лучшую колонку, которую только могу сделать, с максимальными затратами на самые-самые крутые, понтовые, невероятно там технологичные материалы. И хорошо, на изготовление такой колонки, ну, максимум, что я могу потратить, это 100 тысяч долларов. Ну, понятно, ну, хорошо, будем ее продавать за 200, да? Ну, никак не за миллион. Так что черт его знает, откуда они берут эти цены. Вот. И в итоге, на самом деле, Whisper на фоне вот этого вот хай-эндного безумия оказались вполне себе доступными колонками, и они продавали их реально тысячами. Так что это был дико успешный проект. Я хочу уточнить насчет... Михаил Сергеевич, извини, пожалуйста, что я вмешиваюсь. Давай. Да, пользуясь случаем, что касаемо шепота, дорогие друзья, сейчас шепот можно купить с 20% скидкой. А у вас есть шепот? Да, мы найдем, вот, и можно купить будет не за 3 миллиона, а за 2 миллиона 160 тысяч. Собственно, да. В этом чате будет очередной промокод, который дает вам 20% скидку на всю продукцию Legacy. Действовать он будет ровно неделю, дорогие друзья, так что поспешите за шепот. Нахватываем. А я хочу про шепот поподробнее расспросить, в смысле того, что если это колонки, которые были предназначены для того, чтобы минимально взаимодействовать с внешней средой, то каким образом он этого добился? So, Bill, there was a joke about Whisper again, and Andre added that now you can buy Whispers with a good discount from our company. Okay, but my question is about the idea of the Whisper. You mentioned that the speakers were meant to be independent from the ambience, as far as I could get that. So, how did you manage to reach that? Yeah, and the end goal, the goal, first of all, was to provide the best stereo effect that I could across the head. And so what you needed was a loudspeaker that the left speaker comes across your face, hits this ear, but there's this acoustic shadowing effect across your face. So what the other half of the signal is where it arrives at the right side. If the speaker is diffusive, it scatters sound randomly around the room. It's like the shadow never develops because there's too much diffusiveness over to the side. We like there's too many light sources in the room. So what we needed to do was get the most intense difference between this side of your face and this side from the left speaker, vice versa from the right. So having a controlled directivity pattern, and that means a narrower beam that is still plenty wide enough to cover a listening room, but staying off the sidewall, staying off the floor and the ceiling, gave us a much more intense. Immediately, as soon as we achieved that result, Steve Hoffman, forensic recording remastering genius, who's remastered Sinatra, Nat King Cole, Eagles, whatever. I have all this stuff in here. And the bottom line is that you could hear what was actually the ambience in the recording instead of the ambience of your room. And so it was a great landmark product for that reason. Вау, это очень крутая история, ребята. Значит, перевожу. Собственно говоря, идея состояла в том, чтобы создать максимально, ну, не максимально, как создать идеальную стереофоническую картину. И, соответственно, в связи с этим добиться максимальной детальности, да, то есть чтобы все инструменты были самым точным образом расположены и отработаны. И Билл рассказывает о том, что вы понимаете, да, что когда, значит, колонка играет, если она правильно, значит, хорошо дает вам это звуковое излучение, то у вас получается, а вот сейчас даже я так делаю, и у меня от микрофона тоже теряется. Короче говоря, звуковая тень от головы, говорит Билл, должна быть. То есть у тебя колонка должна вот играть, она попадает в ухо,
А здесь уже играет другая колонка. Когда акустика с достаточно широкой дисперсией, она хорошо заполняет пространство, да, все это хорошо, но у тебя совершенно нет вот этого вот этих вот теней звуковых, которые для восприятия сигнала, не сигнала именно, а звука очень важны, потому что человек привык воспринимать его именно так вот направленно, директивно. Это вот он сравнивает с заполнением светом в комнате. Ну, кстати говоря, можете сравнить по картинке, да, вот у Билла много источников света, у него там теней на лице не так много, а у меня, видите, резкий один источник света, и у меня тут хорошая тень от носа, и тогда вот здесь, как я фактурно выгляжу, сразу много всего видно у меня на лице. Вот именно этого хотел добиться Билл с точки зрения звука, и, собственно говоря, идея Whisper — это идея сделать достаточно четко направленные колонки с точки зрения излучения. Да, они достаточно нормально заполняют пространство, но они должны давать вот такой звуковой луч, который бы не взаимодействовал, слишком не взаимодействовал ни со стенами, ни с потолком, ни с полом, а именно работал с вашим ухом, с вашими органами слуха. Тогда это все будет адекватно создавать нужную звуковую картину. И вот, значит, упомянул Стива Хоффмана, собственно говоря, одного из великих мастеринговых инженеров, который записывал там в том числе Фрэнка Синатру и тому подобное. И вот он как раз использовал Whisper на студии, и комментарий от него был такой, что да, вот эти колонки, они позволяют услышать реальную акустику помещения, где записывался звук, а не акустику того помещения, в котором ты сейчас сидишь и его слушаешь. И это вот как бы великое достоинство этой акустической системы, ради чего, собственно говоря, ее так все и любят. Я хочу перейти дальше к технологиям, которые использует Билл, потому что довольно четко там вот, значит, есть вот эти вот ленточные твиттеры, есть определенные материалы драйверов и вообще конструкции колонок. Вот что же, на взгляд Билла, является основными, самыми важными технологиями, которые вносят главный вклад в звук Legacy, и почему он их выбрал. Вот давайте поговорим об этом. So, Bill, I want to move to the technologies that you use. Everybody can see that there are, should I say, these are planar tweeters or ribbon tweeters that you use. Yes. You will clear up the things. So the main technologies that you consider the most valuable for your speakers, and why did you use them? Mm-hmm. Okay, several factors. You know, with loudspeaker diaphragms, what we developed was, first of all, we learned that, for example, with Whisper, if you use differential woofer alignments. So if I have a cone and another cone, one directly behind the other, what would happen is that they would fire in unison towards you if I delay the first one so that the second one gets there exactly the same instant as the sound travels to the first one. And so therefore I achieved it works very much like a dual diaphragm microphone. And so Harry Olson, who had actually described most of the microphone technologies that we have today and gave models for them, explained how they were all working, basically had laid out, one should build a loudspeaker like this. Well, they didn't have, in the 40s and 50s, they didn't have digital delays to achieve this capability, but I did. And so I couldn't wait for this opportunity to come. And so I developed with the Allen Organ Company, I developed a DSP unit that, with the help of a gentleman named Olivier Lemaitre out of France, but we developed an 8x8 digital matrix, which was the first real DSP for loudspeakers, where you could create directivity control from the relationship in time between the speakers. So I better let you explain that one first. Well, I still need to understand that. So you have two woofers. Друзья, я сейчас, значит, Билл начал рассказывать технологическую составляющую, значит, в первую очередь его устройства драйверов, и я должен дослушать до конца, попросите, что не перевожу сразу, чтобы понять до конца, как это все устроено, чтобы правильно перевести. So I just need to finish your explanation to understand it. So let me interrupt you. So you have two drivers
which are working together in one speaker. Yes, Yeah, one behind one another, and you have some delay. So, what does it give you? This? Okay. When you turn the speaker, if you're looking at it from this perspective on the side, a dipole cancels itself because this is plus energy, this is energy. Here's zero. So that dipole responds to the microphone. And then if I put another dipole behind it, I have plus plus, minus minus. And so therefore you have very limited radiation can leak out the sides. Now, if I use time delay and I actually synchronize so that this rear speaker fires first and then the second, what's beautiful about that is they combine together and synchronize fully. Yeah. That's good. Yeah. Вот пример, значит, нам сейчас покажут. Okay, let me now translate the things before that, and then you will show the microphone. Okay, значит, насколько я понимаю, тут история такая, что, значит, это прямо такое, значит, два он использует, значит, у него такой технологический прием, значит, использование как бы дипольно излучающего драйвера, да, который таким образом, который, если вы в открытом корпусе используете один драйвер, да, соответственно, он излучает в обе стороны, и как бы происходит взаимное погашение звука, особенно на низких частотах. Да? Если вы два диполя возьмете, то можно их настроить так, что они будут излучать как раз как бы из, как это называется правильно, взаимогасить определенные направленности. Можно их так настроить, что они будут взаимно гасить определенные направленности волны, а определенные направленности волны, наоборот, усиливать. Соответственно, вот они еще тогда, в 80-е, впервые использовали специальный DSP-модуль, который управлял, значит, определенной задержки в движении одного из этих драйверов, так, чтобы вместе они давали такой характер излучения волны, что, значит, вот все вот эти вот волны, которые расходятся, значит, в разные стороны, они как бы гасились, а те, которые направлены, наоборот, усиливались. Соответственно, получать вот эту самую максимально правильную диафрагму направленности. А вся эта идея была позаимствована из конструкции микрофонов, где тоже используются две мембраны. Вот сейчас, насколько я понимаю, Билл хотел как раз нам показать, как этот микрофон устроен. Let's get to the example. Yes. So you look at the microphone, and anyone who's used studio mics knows that there's a cardioid pattern, and that's that heart-shaped pattern that you see there. Значит, видите, там нарисована диаграмма направленности микрофона, так называемая кардиоидная. Вот все, кто когда-нибудь имел дело с профессиональными микрофонами, знают эту штуку. Вот этот микрофон кардиоидный. Итак, Yeah, how the microphone achieves its directivity to beam this, to pick up the sound in a certain pattern, is that it has a positive side, and then it also has a negative side, and this obviously is can be polarized either way, but you could this one happens to be a fixed cardioid, but you can take the two diaphragms. It's almost like a kick drum. You have a diaphragm on the front, a diaphragm on the back, and you can arrange the polarity of this so that this side is either negative or electrically added in electrically negative or electrically positive. Now, obviously, it's picking up, like on the side, the same exact signal on both sides, but you can take this diaphragm on this side and flip the polarity and invert it, and then add it in, and then you get the cardioid. Ага, значит, ну да, вот, собственно говоря, мне понравилось сравнение с барабаном, да, то есть у барабана есть кожа, как бы, по которой ты бьешь, и кожа, которой закрыта задняя стенка. Соответственно, ты бьешь по этой, та тоже излучает некоторый звук, но вот и в микрофоне примерно та же история, то есть есть вот две диафрагмы. Соответственно, что такое кардиоидная направленность? Кардиоидная направленность – это когда микрофон, вот ты когда ты в него говоришь, у него, соответственно, он ловит звук вот отсюда, да, а с задней части не ловит. Почему? Потому что там две диафрагмы, одна из которых как бы
электрически позитивно, да, электрически плюс, а другая минус. Соответственно, весь звук, который приходит сзади, это электрически негативная диафрагма, она его гасит. А та, которая, значит, позитивная, она его воспринимает. Соответственно, у тебя есть направленность микрофона, это у него есть как бы передняя часть и задняя часть, да, но тем не менее звук он улавливает именно спереди, вот за счет вот такой вот электрического устройства. Примерно так же работает, я так понимаю, и драйверная система в колонках Legacy. Вау! I didn't expect that profound story, honestly. Yes. And so the next step is, okay, now we have a tool where we can control, because of digital delay, time delay, and be able to control the phase, we have the ability to steer sound, to place it where we want and preserve that relationship across the head, as we talked earlier. The next step, development-wise, was to develop DSP, digital signal processing, where I could do that with more speakers than just a whisper. So how do I develop a technology that can actually remove the reflections in a room? Now, there's a lot of products out there called room correction. I don't like the term room correction, even though I'm forced to use it to communicate, because you're not correcting the room. You're adapting the loudspeaker to the environment the speaker is in. So it's loudspeaker adaptation is actually what it should be called. Let me translate that now. Значит, и дальше мысль пошла, естественно, дальше, поскольку они сделали вот эту систему, которая прежде всего, плюс еще, значит, вот этот DSP-настройка задержки, то есть они работают именно с фазой работы вот этих самых динамиков, что позволяет очень четко именно регулировать диаграмму направленности колонки. Да? Соответственно, они добились именно того, чего хотели, то есть направленность акустического вот этого вот луча, она максимально четкая, максимально работает именно на слушателя, а избегает взаимодействия с внешними элементами, да? Внешними элементами комнаты. Дальше появилась мысль, а как же, собственно говоря, распространить вот эту всю историю на больше, не только в Whisper это все сделать, а сделать это все и для других колонок. Опять же, значит, речь шла о том, чтобы продумать вот эту вот самую DSP-систему, которая бы позволяла, колонке, так сказать, оторваться от внешних обстоятельств. Но тут еще сразу Билл говорит о том, что вообще обычно эта штука называется рум-коррекция, да, то есть коррекция звука в помещении. Точнее так, коррекция помещения. Да? На самом деле, безусловно, вы помещение никак не корректируете, вы его не меняете. Тут речь идет именно о том, чтобы скорректировать звук акустической системы так, чтобы он соответствовал вашему помещению. На этом я Билла прервал, иначе забуду о чем. Теперь пусть продолжает. Okay, Bill, so we can go on now? Yeah. And in studies, I learned something that I didn't appreciate. I didn't know this was going to be true, but I found it to be true. And that is, we had been calling early reflections resonances that were not really resonances. A resonance takes a while to develop at low frequencies. It has to travel to the end of the room. It has to come back and build upon itself. So that actually takes a decent amount of time for that to occur and build up. Well, that's not at all what was blurring the signal. You can have, of course, room resonances. Not with Whisper, though. It wouldn't accumulate because it was canceling it. But if you could develop a DSP that would actually prevent these things from building up, and also remove the clouding early reflections. And I actually have a graph. I don't know if you see this. If you can't, let me know. Let me first translate the words, and then we're going to see the graph, okay? Значит, сейчас Билл грозится показать нам еще и это самое графическое изображение всего этого. Значит, речь шла о том, что, значит, ребят, тоже еще такой важный момент по поводу поведения звука в помещении. Не надо путать так называемые резонансы с ранними отражениями в помещении, потому что
Вот резонанс – это такая штука, которая требует довольно долгого времени, чтобы появиться. Вот, и они довольно-таки привязаны к конкретным частотным диапазонам в зависимости от конструкции, да, в зависимости от пропорций помещения. Ну и, собственно говоря, он так сразу оговаривается, что колонки Whisper, конечно, такие колонки, которые эти резонансы не вызывают, потому что они сразу это все гасят фигню. Вот, но тем не менее. Значит, а то, что на самом деле ухудшает звук в помещении, это именно первые отражения. То есть они как раз большим количеством как бы они очень быстро появляются, моментально работают, да, и сразу же вот это вот замутнение звука, потеря детальности, она происходит именно из-за ранних отражений. И теперь, значит, Билл хотел нам показать некие графики, которые наглядно показывают, что происходит, видимо, в комнате. Okay, Bill, now we can see the graphs and your comments. Um, Оба-на! all right. When you look at the graph, you notice the top picture basically illustrates how a recording would be propagated in time in a room. Now, in this particular case, let's just say it's a slap of the hands or something with a strike, a peak of energy. And you can see that there's the time it takes for it to travel to the observer. And then you see these various reflections that occur from the floor, the sidewall, and whatever in the recording hall or off the other instruments in the band or orchestra, whatever. But when you play it back in a typical room, it is masked by the smaller dimensions of a listening room. The rear wall is a big problem. You see that very early in your response. And then you see your side walls. And the worst of it is that you notice the reverberant energy dies very quickly. The carpet, the furniture absorbs the energy that would normally be played back in a hall. I have one other plot that I'll show you that pertains to the same conversation. Not that one, but that. This really is the illustration. I can put either one of these back up for you as you wish. But this plot, this is what we call time energy. The event is happening. It's propagating across that line you see going like this. You know, can't see me, I guess. But the initial line, but you can see the decay coming back towards us. That's the subtlety that is severely missing and limited in room playback, especially when the stereo image is destroyed by breakdown from reflections and also from lack of directivity or steering of the signal. So your left and right become very monophonic way too early. But this information is very kind of, sorry. Okay, let me translate it now. And could you guys show the first graph once again in the on the screen, please. Значит, я попросил сейчас ребят показать еще раз первый график. Короче говоря, здесь Билл рассказывает именно про то, как взаимодействует записанный сигнал, да, с вашим помещением. То есть, словно говоря, вот наверху это то, что записано в фонограмме, да, тот звук, тот частотный диапазон и те, собственно говоря, там пики сигнала и тому подобное. Вот. И в данном случае вы видите, что второй график – это то, как
из исходного сигнала. Вот, в зависимости, соответственно... Так, я вижу, что у нас что-то со стримом, по-моему, Да, я происходит. вижу тоже, Михаил Да. Сергеевич. Okay, Bill, there are some troubles with the stream. Maybe there's a trouble with the connection in the... Она слышит, интересно? Евгений, ты с нами? Ребята в чате, что у нас там со Напишите, стримом, да. напишите, да. Слышите? Все, вроде появились. Да, появились. Да, ну там появилась какая-то надпись. Are you getting me Все, now? Петр Иванов пишет ок. Спасибо, Петр. Okay, we had some trouble with the connection Продолжаем. because we have I think we have a storm now in Moscow, as far as I can see behind the window. Yeah, so but still it seems that the stream is running. Вот сейчас норм говорят, да? Угу, да. Только надпись посреди экрана. Жень, посмотри, у нас надпись посреди экрана, плюс висит и чат, и все остальное на экране. Мы как-то не вышли в нормальный этот самый... Эфир, да. В нормальный эфир, да. Слушай, Окей, ну, ладно, пока да. что, да, пока что давайте продолжим разговор. Короче говоря, возвращаясь, значит, я не знаю, на чем я там остановился, но, в общем, я комментировал эти два графика, которые Билл показывал. Да. Вот. Его поинт, еще раз проговорю, коротко. Его поинт состоял в том, что, значит, ребята, вот эти вот переотражения от ваших стен и потолка, они, во-первых, значит, естественно, портят не просто стереокартину, а детальность вашей системы. И плюс еще, что удивительно, еще и поглощение, например, от пола, вот там какие-то ковры и мягкая мебель, они тоже искажают определенный частотный диапазон, который вообще в записи в оригинале совершенно по-другому должен был звучать. Короче говоря, вот это вот все негативно влияет, причем по-разному. Что-то гасит, что-то усиливает, значит, какие-то отражения. Это все ужасное зло. И только направленность, правильная, точная направленность колонки, только это может спасти нас от вот этой вот всей проклятой ранней реверберации. Okay, let's move on. Продолжим с Биллом. So, and just the proper directivity helps us to fight that. Am I right? It does. That's correct. And then you can also create increased directivity using the DSP in the time domain, and as if those boundaries were not there. Now, that is something that is not being done in a typical room correction product. Most room correction products ask you to go back to the listener position and make between 1 and 6 measurements. Some want you to average the response out and so forth. That will not correct it properly in the time domain. You must get it on the path as it's being generated from the loudspeaker to your ear. When we make measurements for room correction, we put the microphone out 1 meter to 4 feet in front of the loudspeaker and then invite those reflections to come in. So as the test signal is being swept, we're looking at over quite a long time, 500 milliseconds, which is half a second. Anything that shows up within a half a second is that shouldn't be there is removed. So that is something that is quite complex in how it works. And so the way that it works is we make the sweep, the measurement, we collect the data, and then we export that file, and it does a calculation, which takes about 5 minutes per channel for the left and for the right speaker on a supercomputer. It does the calculation, and then it sends back the simple coefficients for the algorithm that is within the wavelet processor. So our wavelet processor is able to eliminate this annoying energy. Да, это уже мы перешли к более сложной штуке. Так, я пока что еще вижу из чата советы. Нажми отмену и разверните окно. Женя, это тебе. У нас потому что на стриме сейчас видна вся твоя... Да. Я ему уже отправил, Михаил Сергеевич, так что да, работы ведутся, дайте нам время. Окей. There are some troubles with the stream still, but we are online. It's okay. So let me translate the story about Wavelab. Значит,
Там есть, мы уже перешли к новому прибору. Все заработало, по-моему, да? Да. Мы уже перешли к новому прибору от Legacy. Это, собственно говоря, ну вот то, что, как Билл говорит, приходится называть это рум-коррекцией, хотя на самом деле это коррекция излучения колонки. Да, у них есть, значит, специальный девайс, собственно говоря, который называется wavelet. Вот, который, собственно говоря, представляет этот самый DSP-модуль, построенный на принципах коррекции, которые разработаны Биллом вот в течение уже 20 лет, 20-30, да, больше, чем 30. Вот, и они, значит, собственно говоря, занимаются именно этим. Вот, он говорит, что мы как бы специально измерительный микрофон ставим на достаточно дальнем расстоянии от колонки, да, там больше метра, вот, и, соответственно, меряем в течение полусекунды. Это довольно долго, то есть мы, понятное дело, слышим исходный сигнал, но потом мы слышим и все вот эти вот, значит, ранние отражения и поздние отражения, и вот это все остальное, что приходит к уху и, соответственно, портит нам всю точность воспроизведения звука. Так вот, короче говоря, этот самый wavelet, он вот способен бороться со всей этой историей и, соответственно, корректировать работу колонки так, как она должна работать в идеальном, условно говоря, сферическом пространстве в вакууме, вне зависимости от того, в какую комнату вы ее поставили. Wow, so, Билл, опять по-русски, значит, получается, что используешь эту штуку, но я, честно говоря, вот сейчас так вот не уловил принципиальной разницы с другими этими самыми рум-корректорами. Так что еще раз хочу проговорить вот этот момент. So, Bill, but once again, is there a crucial difference between the way the wavelet works and other room correction systems in the world? Yes. The main point, Right. once again. If you don't correct the event at the exact precision point in time, if you simply do, for example, like standard equalization used to do, where I can say, okay, I'll just equalize this out and reduce the overall average energy in the room power. You're interjecting extreme amounts of error. I have to show one plot to illustrate this. The wavelet graph. This one? Yeah. Can you? Yeah. Okay. I'll explain. Okay. You see the plot, okay? Yes, perfectly. Okay. All right. If you look at the picture at the very top on the right, that shows a response that has been corrected digitally using conventional room correction. However, when you corrected it, you introduced all kinds of time domain error that makes this triangular-like shape that you see down below. This is what our device does with the Bomer correction. And if you look the one on the left, that is what conventional room correction does. So it's not correcting that event at the right time. It would be like if I had a steering on a vehicle and I told that the car that the destination I'm going to is on the right. So we need to make a right turn. But it didn't wait till the intersection to make the turn and turn into a building. So timing is everything in acoustics. I see. Okay, now I got it more or less. Let me translate that. Значит, да, и, в общем, получается следующая история, что чем отличается, собственно говоря, рум-коррекция, извините, я тоже буду употреблять этот термин, рум-коррекция, значит, от билловской вейвлета от традиционного корректора. По сути дела, все эти устройства, которые так или иначе корректируют звук в комнате, они работают, ну, условно говоря, как эквалайзер. То есть они видят, что на определенных частотах есть там какие-то, значит, пики, есть какие-то провалы и так далее, да, они, соответственно, эту диаграмму выравнивают. И таким образом вносят огромное количество дополнительных искажений. Почему? Потому что вот эти вот самые пики и провалы, да, они не все время у вас существуют, да, а в зависимости от того, что является их инициатором, условно говоря, там ближайшая стена, дальняя стена и так далее, они в разный временной момент появляются.
И вот это сверхважно. Это, как говорит Билл, вот вы представьте себе, что такая коррекция, она работает примерно как вот вы едете на машине, и вам нужно повернуть направо. И вы говорите водителю, надо повернуть направо. Но когда именно повернуть направо, он не знает. И он просто сразу поворачивает направо. Хотя до перекрестка еще 100 метров. И все, и вы в кювете. И вот так же происходит с такой эквализацией, когда она просто убирает этот, значит, поворот направо, чтобы вы ехали прямо. Соответственно, вы оказываетесь неизвестно где. Вот. А очень важно, чтобы эта коррекция происходила ровно в тот момент времени, когда эти соответственно, искажения приходят, да, то есть почему они, собственно говоря, теперь я понял, теперь до меня дошло, почему они так долго меряют, соответственно, респонс от колонки, да, потому что они вот эти вот все излучения от всех стен, там, от всех поверхностей, они их фиксируют именно в промежутке времени. И коррекция происходит, условно говоря, да, вырезается там пик или провал не все время, когда звучит, когда идет сигнал, а ровно в те моменты, когда этот самый пик и провал появляется, а потом, когда он исчезает, он перестает корректироваться. Это, как я так понимаю, что действительно гораздо более серьезная система как бы работы со звуком, чем просто коррекция, условно говоря, в виде эквалайзера. Wow, Bill, now I more or less understood what's going on. Hopefully our viewers did it as well. Так, okay, sorry to... I would go for forever with this, but there are a couple of questions now, and maybe we should let our viewers know the answers. Значит, Андрюш, я позволю себе немножечко дать, так сказать, слово нашей аудитории. Я подсматривал в чат. Да, нас сегодня зрители, наши друзья, не особо жалуют и балуют вопросами, к сожалению. Короче, там один хороший вопрос давно появился, который я хочу разбавить наш разговор с Биллом, тем более, что мы уже целый час с ним разговариваем один на один. Про чувствительность? Да, про чувствительность. Хороший Значит, там был вопрос, да, там вопрос, значит, на тему того, что уже несколько раз говорили о том, что чувствительность колонок не важна, пофиг. Вот, а колонки Legacy как раз делаются очень чувствительными. Вот, и, собственно говоря, насколько важна чувствительность колонок, вот этот вопрос и попробуем адресовать Биллу. So, а как это чувствительность по-английски? Господи, я уже забыл. Не надо. Друзья, напишите в чате, как чувствительность по-английски. Это называется efficiency, окей, let's say. Ну, не efficiency, окей. Bill, so, I'll try, I now try to remember the word in English. Sensitivity, exactly. Спасибо, ребята. Спасибо, да. Sensitivity. О, это Максим Семейкин, самый великий умник наших времен, да. Да, отлично. Bill, so there's a question coming that through our streams there was a lot of discussion about the sensitivity of the speakers, and if it's important or it doesn't matter now. So as far as we know, the legacy speakers are pretty sensitive, and does it matter? And what's your opinion on this matter? Yeah, sensitivity is very strongly related to dynamic range. So giving it a certain amplification system, for example, if you have 5 dB greater sensitivity in a loudspeaker, you'll achieve 5 dB greater dynamic range. The sensitivity is also directly related to efficiency, and efficiency relates to how little stored energy is in the loudspeaker. So a speaker that has a higher efficiency is not as likely to store energy, because that's wasted energy. So now loudspeakers are notoriously inefficient. If you have a speaker that exceeds 1% efficiency, it's considered very efficient. So that is how inefficient loudspeakers are. So most of the time we use the term sensitivity, so we don't have to admit our failings. Окей. Значит, Билл говорит, что вообще-то, конечно, чувствительность акустики очень важна, прежде всего для динамического диапазона, да, там вот 2 децибела, господи, все мне эффективность, хочу сказать, 20 дБ
чувствительности, и у вас сразу динамический диапазон шире на те же 2 дБ. Это очень важно, и тем более, что плюс для работы усилителя это тоже супер важно. Соответственно, вам надо понимать, что это действительно такой параметр, который очень-очень характеризует как бы поведение колонок, потому что там же, где чувствительность, там же и, опять же, по-русски забыл, как это, значит, в данном случае эффективность, всплывает термин добротность, но добротность это скорее поведение динамика, но, может быть, можно его применить и к акустической системе. Короче говоря, эффективность работы акустики, именно как электромеханической системы, она на самом деле чудовищно низкая. Вот, и говорит Билл, вы представьте себе, то есть эффективность в том смысле, сколько энергии теряется как бы попусту из той, которая подана на колонку. Так вот, эффективность в 1% для акустической системы – это очень хорошо. То есть представляете себе, что, значит, какое количество энергии выбрасывается к чертям. Поэтому чувствительность колонки в этом смысле становится очень-очень важным фактором, поскольку она очень как бы серьезно влияет на то именно, насколько эффективно колонка отдает энергию, которая приходит к ней от усилительного тракта. Вау! Ну, а как вы понимаете, энерговооруженность, может быть, энерговооруженность – это скорее про усилители. Это я чат читаю, как всегда. Вот, хорошо. Значит, то есть, как я понимаю, в данном случае у Билла была, в принципе, идея исходная, что колонки должны быть с максимальным динамическим диапазоном. А это действительно обеспечивается максимальной чувствительностью акустики, поэтому он ее и придерживается. Я хочу еще от себя поговорить все-таки про твиттеры. И почему они используют такими, и что это за твиттеры. Ладно, Андрей? А потом... Да, Михаил еще Сергеевич, какой-нибудь единственное, от себя слово, дорогие друзья, обратите внимание, насколько крутая отделка у акустики Legacy, потому что за Биллом, я так полагаю, это, собственно, лак, и вы видите отражение экран. монитора. Насколько действительно акустика круто отделана, так что, да. Bill, there's a confusion in the audience Как зеркало. that you have a monitor built in the speaker right behind you. Now everybody understood that it's a lacquered veneer in the speaker, and there's a reflection of your computer. Yeah, is that so? Okay, but so the other thing is that I wanted to discuss is, of course, the Twitters that you use. So what are they? And why did you choose to use that technology exactly? Okay. The tweeters we're using are AMT, air motion transformers. And that's a name that was developed by Oscar Heil and another individual. It's lesser known. And basically what it's doing, it's a folded diaphragm that has pleats in it. And these pleats allow you to, first of all, create a lot more surface area on the diaphragm than if it was just a flat ribbon-like diaphragm. And it's electrically driven. A lot of people see the tweeters, but they don't know how they work. But for each fold there is, like this in the fold, there are two circuit paths that run up and down each fold like this. And so what's happening is that they repel and attract with the change in the AC signal. The net result is, first of all, you get much more piston area, typically 4 times as much piston area. And the radiation impedance, when I say radiation impedance, it's like if you're a swimmer in a pool and you can kick your feet off the bank of the pool. You push off, you have much more resistance or loading. So the radiation impedance is much greater on an AMT than a driver just beating the air. So as this driver is going like this, it's accelerating, and the volume velocity, or the amount of displacement, is about 16 times greater on my ribbon that I use than what I would have if I used a 1-inch dome tweeter. So it's much faster. Вау. В общем, короче говоря, используется AMT, то есть Air Motion
трансформер, насколько я помню, так это говорится, да? Значит, как это? Трансформатор движения воздуха. Я уже несколько раз в своих видео тоже объяснял, как он работает. Это такая гармошка, то есть вот так вот согнутая, условно говоря, как это называется, диафрагма, вот, которая двигается примерно так же, как и гармошка, то есть растягивается и сжимается, соответственно, там проводники везде про это самое на нее нанесены, и она, значит, вот так вот движется. В чем ее преимущество? В том, что, значит, во-первых, площадь излучения, как минимум, там, например, в примерно такого же размера AMT-твиттере в 4 раза больше, чем в традиционном купольном твиттере. Вот, ну, просто потому, что он еще, понимаете, вот так вот сжат, да, соответственно, его взаимодействие с воздухом другое. А во-вторых, соответственно, само движение, оно гораздо более, ну, как это сказать, то есть сама амплитуда движения гораздо меньше, что позволяет этому движению быть гораздо более быстрым. При этом эффективность его остается та же. То есть, говорят, двигается меньше, двигается быстрее, при этом двигает тот же объем воздуха, что и традиционный твиттер. Соответственно, это позволяет получить гораздо меньше искажений, гораздо более точное воспроизведение сигнала. Ну и там еще плюс куча разных полезностей. Вот, собственно говоря, Билл там объяснял эффективность этого твиттера по аналогии с пловцом, который, значит, отталкивается от бортика и получает сопротивление воды. Вот, насколько я понимаю, здесь суть в том, что сопротивление воздуха тут тоже в буквальном смысле становится для этого излучателя меньше, потому что если купол движется вот так вот, да, и взаимодействует с большой воздушной массой, то этот твиттер, он двигается как бы на сжим и разжатие, и там очень небольшое количество воздуха внутри между этими складочками, да, и, соответственно, вот это вот его гораздо проще сжать и разжать, а в результате эффект получается тот же самый. Ну, в общем, короче говоря, куча преимуществ, поэтому, так, собственно говоря, они используются. Я вот добавил бы, что мне кажется, что всегда есть проблемы в согласовании работы вот такого излучателя и традиционного динамического. Если позволишь, я вот этот еще вопрос дозадам, а потом можно там что-то еще вроде бы появилось у Да, нас в есть чате. вопросы. Bill, and there's another thing that I wanted to add to that. As far as I know, there's always a problem with the, matching the traditional dynamic drivers and this kind of EMT. So how do you match them? What does it take? And is there really a problem, or it's easier than I think? There can be. I think the original design is a perfect illustration of the problem. The original Heil AMT-1B, which had in its day had a fabulous treble, but the integration between that and a paper cone 12-inch woofer and was dramatically odd because the dispersion was so different. Mm-hmm. And so you have to look at the speed of the drivers you're handing off to. An illustration of this, I have the speaker behind me, but I don't know if you can see this cone I'm touching here. But this driver, you probably can't hear this at all, but I'm going to scratch it. Yeah. Okay, that's a very high frequency sound compared to this. Mm-hmm. This is the woofer, okay? So you have to have a transducer that is very, very quick. Mm-hmm. So the Eris, for example, with its transducers, you can actually measure speed of a driver, basically by looking at the moving mass and the total magnetic flux that you have. You can actually calculate actual acceleration. The woofers that are in focus, for example, have an acceleration factor that's on the order of about 500, and we're using 2 of them. This single driver has an acceleration factor of 900, but it's using another driver to augment the bottom end, so it's even faster than that. So, yeah, absolutely. There is an integration issue. You have to have the relevant speed to attach. There's a myth that says smaller is faster. That is theoretically true in terms of frequency response. But if you make a large cone with a lighter mass, a larger diaphragm like an 8-inch, for example,
with a lighter mass, you can actually get much more speed than you would from a 5-inch cone or a 3-inch cone. And you'll also get much greater sensitivity from it. I've used this illustration, but if you were to empty a swimming pool with a bucket or a spoon, I don't care how fast you are with that spoon, the bucket's going to win. And so there's a amount of displacement required to keep up. So what we try to do is we'll use mid-ranges that are a little larger but much lighter, and then we put enormous magnet structures on them so that they have the damping stop and start. Большой ответ, попробую его перевести. Я спросил, как вы помните, про проблему согласования между такими вот сложно устроенными твиттерами и традиционными динамическими излучателями, которые на самом деле со всеми сталкиваются. И Билл полностью меня поддержал, сказав, что да, и вот первые на самом деле колонки, которые делались, собственно говоря, по патенту Хейла, у них было очень много проблем с этим согласованием между бумажным драйвером и вот этим вот AMT-твиттером, потому что там и направленность, и все остальное, все было как-то вообще, все расползалось. Вот. Но самый главный фактор в этом всем, это, конечно, скорость движения динамика. Вот. И скорость движения динамика, соответственно, тут проблема согласования стоит ровно в том, что этот самый AMT-твиттер, он очень-очень быстрый, да, то есть он вот именно момент транзиента, он супер четко отрабатывает, да, соответственно, большому традиционному динамическому излучателю это гораздо сложнее. Вот, значит, там фактор ускорения Билл привел в качестве примера. Он говорит, что вот в фокусах у них там, я, наверное, не совсем правильно, как обычно, перевожу, фактор ускорения, ну, короче говоря, это acceleration factor. Вот, короче говоря, значит, и он измеряется в неких условных единицах, соответственно, там в фокусах у них используются драйверы с этим самым фактором в 500 единиц. Вот этот вот динамик, который, значит, щупал Билл и показывал нам, как он там, значит, какой звучок он издает, там 900 единиц. Соответственно, он говорит, вот послушайте, я его щупаю, да, и вы прям слышите, что у него как бы высокочастотный такой вот отклик. Вот, потому что он очень быстрый, он очень легкий. И, соответственно, вам нужно сделать максимально легкие драйверы для того, чтобы они максимально были близки по скорости, по вот этой вот, по моменту акселерации к поведению этого самого AMT-твиттера, чего они и добиваются, собственно говоря. И при этом он еще сказал такую интересную вещь, что традиционно считается, что чем меньше динамик, тем он быстрее. Что вроде бы как по логике физической действительно так. Но нет, не совсем. Да, но нет. Вот, он говорит, что, тем не менее, вот 8-дюймовый или 10-дюймовый драйвер, если вы делаете достаточно легким, а его можно сделать достаточно легким, он позволяет получить гораздо большую скорость, гораздо большую эффективность и, соответственно, и более высокую чувствительность колонки в результате. Вот и лучшее согласование с таким твиттером, как AMT, чем вот набор маленьких динамиков, которые якобы должны быстрее и четче работать. Окей. На самом деле у меня есть еще один вопрос к Биллу. Мы уже приближаемся к концу стрима. Давай, Андрей, ты что-нибудь там выбрал из вопросов, и я потом задам свой последний, и на этом, наверное, будем завершать. Okay, Bill, there's another question from the audience. I'll let Andrei tell us what it is. Okay, давай. У меня вопрос от Максима Семейкина, от самого Максима Семейкина. Да, Михаил пожалуйста. Сергеевич, цитирую. Легендарный руководитель журнала про high-end. Да, дорогие друзья, цитирую, я являюсь обладателем, Максим является, не я, да, обладателем уже второго поколения модели Focus. У меня были Focus HD, потом я их поменял на Focus SE. Планируется ли новое поколение этой замечательной акустики в новом корпусе? Okay, that's a practical question from the guys about the Focus. So there was a model called Focus HD, then came SE. And so are there any plans for a new generation in the new enclosure or some other? No immediate plans to change the enclosure. We're always adding refinement to the crossover network, and the Focus XD is the internal amplified version of the SE. And so we're encouraging multi-amplification because of the benefits of it. So one can take
for example, a Focus XD, and you can drive it with two amplifiers, the internal amplifier and an amplifier of your choice. Wow. And even employ the wavelet and processor to it. And you can bypass the crossover that's in the bass section and eliminate inductor loss from the coils. And so what you can still use the upper end of the waveless crossover or the Focus crossover, but you can use that amplifier that's internally there to drive the bass section with no coils in place or chokes, and then use the wavelet beyond that as the brain or dividing network. So you more or less do the crossover section in the wavelet, right? Yes, that's right. Вау, интересный ответ, потому что спросили мы про, значит, новое поколение фокусов, а Билл говорит, ну, погодите, самое-то интересное, это, конечно, последняя модель Focus XD, которая с то, что называется активные колонки, вот, в которых есть встроенный усилитель, но при этом фишка состоит в том, что они, как я понимаю, позволяют устраивать совершенно невероятные, значит, аудиофильские игрища, а именно можно, значит, использовать вот этот вот встроенный усилитель только для работы на заговариваюсь уже, на нижнечастотное звено. Ну вот, причем при этом оно включается без кроссовера. Если вы можете использовать внешний усилитель, какой вам там больше нравится, для того, чтобы, видимо, раскачивать верхнечастотное звено, и при этом использовать вот этот их DSP-модуль Wavelet в качестве внешнего кроссовера электронного. И, соответственно, получить тогда, ну, такую вообще супер-супер технологическую систему с двухполосным усилением и выносным кроссовером до усиления, как это должно правильно на самом деле и делаться. Вау! Окей, у меня сразу, позволю себе перехватить инициативу опять, у меня сразу вопрос, который я хотел задать на тему того, что, ну, вот сейчас все делают активные колонки с усилением. Будет ли будущее, на самом деле, у традиционной пассивной акустики? Останется ли она у нас, или все перейдут на активные колонки? Вот спрошу об этом у Билла. Okay, Bill, so in this case, there's a question from me. Everybody's now doing powered speakers, active speakers, and all those things. So is there a future for the traditional passive speaker? How do you think? Or everybody's going to go for the powered one? There are, to me, it doesn't matter if it's external or internal, but as long as the principle of multi-amplification is applied. If you can have the amplifiers inside or outside the speakers, we offer it in both ways. It's interesting, but we developed the IV amplifier series for that particular reason, so that we would have that luxury of having a very high performance amplifier outside the box, or it can integrate with. I have customers, for example, that are using the IV2, which I know Lev has ordered for Alcom, and I know that you can use that with a Focus XD and internally amplify the bottom section, and then externally power the upper section with it. So I think the future is going to be higher power capability, which increases dynamic range for certain. One thing I would share with you, and this point is so key, you might want to translate what I just said. Yes. Okay, before you do that. Значит, ну, во-первых, дело в том, что в целом, мне понравился сразу Билл заход, да вообще-то все равно, пассивная колонка, активная колонка, все равно в том случае, если вы соблюдаете принцип пополосного усиления. Вот, это самое главное, это самое важное, это самая правильная система работы с акустической системой. Соответственно, а внутри эти усилители, снаружи эти усилители, это не важно. Поэтому, собственно говоря, Legacy разработали отдельную линейку усилителей, да, там IV, вот, которые можно использовать, опять же, вот в качестве внешнего усиления, либо пополосного целиком для пассивных колонок, либо вот опять же, как в Focus XD, извините, можно использовать внутренний усилитель для низкочастотной секции, соответственно, внешний вот этот тот же легасевский усилитель, который будет качать высокочастотное звено. Вот, то есть главное, чтобы вы правильно технологически вот делали эту пополосную систему усиления. Вот, и в связи с этим
как раз у Билла есть одно соображение, значит, по поводу будущего, я так понимаю, акустики, которым он как раз вот в этот момент хотел поделиться, и давайте послушаем. So, you can continue now. Yes. Because of the advent in the recording studio of 24-bit recording capability, which is, I can't stress enough how much better that is than when we were at 16-bit. 16-bit was able to give you more dynamic range, you might say, than analog. However, you still had to watch your noise floor with it. With 24-bit, it was the first time I ever recorded a piano that I didn't have to worry about both the noise floor and the clipping. The top end, and that's from a single instrument. So the advantage of 24-bit is just is huge. Well, 24-bit gives us, in practical terms, 35 decibels more usable dynamic range. 35 decibels. Well, I prefer in my mind to split that and say that's 17.5 decibels quieter and 17.5 decibels louder. And when you factor that in there, to achieve that 17.5 decibels of quietness, you need a quieter amplifier also. Mm-hmm. So that's what our IV series amplifiers were designed to do, is to give you a much lower noise floor. The other thing is that to get that 17.5 decibels upwards, that's a dramatic increase in power. It takes, and it's not a matter of loudness as much as it is transient articulation. It's not about just constantly loud. You can get that in a car system. What we're talking about is transient response, where the decay is more natural and the crests are more punctuated. So that extra power there. So that's why our amplifiers in the series, all the channels that were capable of delivering 1200 watts on any one of the channels in the IV series. Mm-hmm. Okay. Well, quite a long speech it was. Значит, тут история такая, что, в общем-то, все упирается, на самом деле, опять же, в динамический диапазон. А речь неожиданно заходит о том, что, друзья, мы живем же с вами в прекрасном мире, в котором записи сейчас происходят в разрешении 24 бита. Точнее, это правильно называется не разрешение, а, опять же, вот пусть Максим Семейкин умный нам скажет, как правильно называется 24 бита, потому что у меня уже все вылетает из головы. Короче говоря, 24-битная глубина кодирования, вот так это, по-моему, называется правильно. Вот. Опять же, Билл говорит, что, понятное дело, что 16-битная цифра была по соотношению сигнал-шум гораздо лучше, чем традиционный аналог. 24 бита это соотношение сигнал-шум, которое на 35 децибел больше, чем было в 16 битах. И Билл говорит, что представьте себе, это значит, я, например, к этому отношусь как, значит, это получается, что у вас трак должен стать на 17 децибел тише, и еще на 17 децибел громче, да, то есть вот как бы с двух сторон он должен добавиться. Соответственно, чтобы он мог тише играть, у вас должны быть усилители, которые с максимально низким уровнем шума, вот этим самым noise floor. Вот. А чтобы он был громче, и, соответственно, они делают вот эти свои AV-усилители, они, собственно говоря, из этого и исходят, чтобы там был максимально низкий именно уровень собственного шума. Вот. А, соответственно, чтобы получить максимальный вот этот вот верхний порог динамического диапазона, опять же, не надо путать это с просто громкостью. Просто гигантскую постоянную громкость можно добиться вот в тупых этих самых автомобильных бас-машинках, когда хреначит, значит, звук так, что кровь из ушей идет. Речь не об этом. Нормальный динамический диапазон – это нормальная, правильная, полноценная отработка
именно транзиента, то есть момента перехода от тихого звука к громкому, и потом правильная отработка этого самого послезвучия. Вот это супер важно, и именно в это вкладывается мощность, а не в том, чтобы непрерывно долбило. Вот, и, собственно говоря, Билл говорит, что запись 24 бита – это первое, что позволило мне на самом деле оценить, не оценить, а получить записанный динамический диапазон рояля таким, каким он действительно воспринимается на слух. Это вот как бы сущая правда. Это действительно так и есть. Собственно говоря, мы, кстати говоря, 24-битные записи обязаны еще и проблемами, связанными с тем, что теперь у нас куча всего можно, значит, типа без клипирования позаписать, а потом еще прижать компрессором и получить вообще какие-то сатанинские громкости, но это все про loudness war уже. В общем, короче говоря, вот перспектива развития акустических систем в этом смысле – это вот расширение динамического диапазона. Он в записях уже присутствует у нас, слава богу, его можно использовать. Остается только достаточное оборудование подходящее найти, но, соответственно, вот у Билла, с одной стороны, усилители, которые достаточно тихие и достаточно мощные, потому что, как он там говорит, 1200 ватт, что ли, там на канал, что-то такое, там сатанинская цифра прозвучала, я запамятовал. Погуглите усилитель Legacy и узнаете, какие там спецификации. Вот. Ну и, соответственно, акустические системы, которые отрабатывают именно что хорошо динамический диапазон. Вот, собственно говоря, то, что нам нужно сейчас, чтобы слушать правильно 24-битные записи. Если позволите, друзья, я еще финальный вопросик долбану. Давай. К Биллу, потому что я его приберегал на финал. Угу. Вот, и это большой теоретический вопрос. Okay, Bill, we're actually at the end of the stream now, but I still have one question. Sorry to take your time a little bit more. So, it's my own interest. And, Михаил Сергеевич, да. Можешь по-русски сначала? Ой, да, простите. Да. I need to ask it in Russian first. Sorry. Always forget about it. Спасибо. Значит, друзья, такая история, что вы понимаете, да, Билл человек, который с 83-го года делает колонки, и разработчик, и владелец. То есть он на этот бизнес смотрит как бы в течение последних 30 лет. 83-й год – это расцвет хай-фая. Сейчас мы, объективно говоря, живем в мире, когда хай-фай нужен только нам, задротам. Вот. И с тех пор концепция вообще того, как акустика, как колонки должны выглядеть, как они должны работать, поменялась, я бы сказал, несколько раз. Вот я хотел, чтобы Билл поделился с нами своим наблюдением. Вот он прошел весь этот путь. Вот как с его точки зрения поменялся подход вообще, в принципе, к конструированию колонок. Чего от них хотели в 1983 году, чего будут хотеть в 2023, да, условно говоря. То есть вот некий такой взгляд на историю, изменения вообще, в принципе, в концепции подхода к построению акустических систем с точки зрения человека, который был одним из величайших как бы флагманов этой индустрии в течение всего этого времени и продолжает ими оставаться. Окей, попробуй задать. So, Bill, there's a very generic question, not generic, but big one. So you are actually a person who managed to survive a lot of our industry movements through tens of years, decades. So my question is, can you now take a look through the history of the loudspeaker manufacturing and somehow judge the changes which we went through the years? So you started in 1983, and at that time speakers considered to be that and considered to be made that way, and now we are in 2020 and everything is changed. So what really changed? What changed for you? And did those changes went for good or not? Yeah, that's an excellent question. I can tell you, I always keep a reference sense about me. I mentioned earlier, for example, the Dahlquist DQ10s. For 20 years, I kept a set of those around just as a reality check. Anytime I thought I achieved something very progressive, I wanted to make sure two things. One is that I didn't tonally drift from where my reference began, because I thought that speaker was tonally about as correct as anything out there. It also had very nice time domain relationships. One thing I can say is that on my own product developments, I'm
always impressed how much more information there is to be heard in a recording. You would think, that we've already heard all that was there. And my goodness, it seems to be growing almost exponentially. Now, some good things are happening. First of all, there's an explosion, there's a renaissance in audio right now. Regardless of the industry itself, the number of excellent recordings that are out there, the number of artists that are able to reach us because this affordable medium that we have, they don't have to go into a recording studio with a record mogul and cut a deal. It's now the artist can come directly to us. Well, how does that relate to the loudspeaker? Well, first of all, we have more content to enjoy, more higher resolution content to enjoy. So I think I would say 50% of the benefit with the loudspeakers is the content itself has improved. The other half of it is that if one minds their work on the loudspeaker side, the speakers, due to the increased power available today, for a given size of loudspeaker, you can certainly get more dynamic capability than we could before. Voicing seems to not be getting better. Let me now translate that and then move to the voicing. Так, значит, сразу Билл мне так сказать, сделал комплимент, сказал: вот это отличный вопрос, потому что, значит, во-первых, значит, я, говорит, всегда, вот я сделал тогда в начале 80-х некую такую референсную акустическую систему, которая до сих пор у меня стоит, ну, потому что вот мне она тогда казалась супер, ну, таким образцом нейтральности, правильности, четкости воспроизведения, и я все время, все, что я делаю, все, когда я думаю, значит, о том, что вот, кажется, я совершил какой-то прорыв или куда-то там двинулся или еще что-то, я всегда сравниваю с теми колонками, чтобы, так сказать, не оторваться от корней, не потеряться, не зайти неизвестно куда и не запутаться в собственных, значит, этих вот изысканиях. Второй важный момент состоит в том, что сейчас, хорошая формулировка у него получилась, что сейчас, ну, условно говоря, половина той классности колонок, которые вы можете получить в 2020 году, это классность современных записей, потому что действительно сейчас мы оказались в мире, где невероятное количество, во-первых, хороших записей делается, действительно, именно технически хороших, да, во-вторых, да, индустрия от этого сильно пострадала, но благодаря вот этой вот супердоступности мы сейчас имеем возможность прикоснуться к огромному количеству исполнителей в любой момент, прекрасных исполнителей, и это, конечно, совершенно изменило наш, ну, скажем так, именно музыкальный мир, вот, да. Соответственно, мы оказываемся в ситуации, когда огромное количество качественных записей, интересной музыки и интересных артистов у нас прямо вот находятся на уровне одного движения руки, чтобы их достичь, да, плюс еще и в высоком разрешении, том самом 24-битном. Вот. Второй момент связан с тем, что, опять же, технологии не стоят на месте, и, скажем, сейчас тот самый динамический диапазон, за который так борется Билл, он стал гораздо более доступен с точки зрения технической, да, то есть вот та мощность усилителей, которую можно получить сейчас в 2020 году, она, конечно, гораздо легче ее достичь, гораздо большей, чем в условном 83-м. Соответственно, гораздо более скромно сделанные маленькие колонки могут теперь звучать гораздо более динамично, чем это можно было сделать там 20-30 лет назад. Так что это все большие плюсы. Но, да, еще, значит, там был момент, что, да, вот вообще так глобально вы понимаете, что где прогресс, куда копать. Это, собственно говоря, то количество деталей, которые вы можете услышать из записи, да, и чем лучше у вас акустика, чем больше вы, значит, вылизываете, делаете качественный трак, тем больше вы слышите этих нюансов, а их там реально бесконечное количество. Кажется, что ты никогда не можешь добраться до дна, потому что там все вскрываются новые и новые слои. И вот, собственно говоря, за этим мы, аудиофилы, и идем по нашему
аудиофильскому пути. А прервал я Билла на моменте, когда он сказал, ну вот что касается как бы вот то, что называется настройки голоса акустики, ну то есть вот некоего характера, вот тут, окей, so the voicing. Yes, yes. If any one of us have gone to stores where they had, doesn't matter what price level, but they have 4 buttons you can press. You can look at this speaker or that speaker or this speaker. They sound radically different. And there's no reason why they should be that divergent. The other thing is as an audiophile, I'll walk at a high-end audio show, and I'll see all kinds of exotic designs, and I will see multiple variations on even moving coil designs and so on and so forth, or with ribbon transducers or whatever. And most of the rooms you go in, the speakers typically have a single redeeming quality that makes them acceptable. But in general, the differences between the sounds is again, it's too divergent. It shouldn't be that way if we're using live sound as a reference. I'm in a room right now that it may be a playback room. I have a vocal booth in here. And if I want to monitor what someone actually sounds like, I can put them in a vocal booth, have them record, and then bring them out here and play that recording back with them standing right between the speakers and compare the two. And there has to be a truth reference as to what is precise, what is accurate. And I think there's so much structure towards miniaturization, all these little mini component drivers. Speakers collectively are getting smaller, but they're not collectively getting better. Okay, let me translate that now. Yeah. Сейчас был прям наброс на вентилятор, особенно на мой вентилятор. Я-то все топлю за, значит, вот то, что смысл хай-фая в том, что у вас все колонки по-разному звучат, и вам надо найти вот этот ваш, тот звук, который нравится вашему уху, и в этом смысл вообще нашего хобби. А Билл говорит, я, говорит, ну, понятное дело, насчет настройки звука колонок, вот именно характер, речь о характере, да, войсинг в данном случае это характер колонки. Я, говорит, хожу, конечно, тоже на хай-фай шоу, естественно, все это слушаю, разное то, и в магазин ты приходишь, например, сравниваешь 4 там пары акустики, и они все звучат настолько по-разному, насколько, цитирую Билла, они вообще непонятно нафига настолько по-разному должны звучать. Потому что, собственно говоря, ну, должно быть, ну, есть определенная объективная реальность, которую должна колонка воспроизводить. Не надо так сильно вот это, значит, уходить в разные стороны, не надо как бы пытаться это все так сильно приукрасить. Ну да, когда ты заходишь в разные комнаты на хай-фай шоу, безусловно, звук везде, как бы то, что, как выразился Билл, по определенным параметрам приемлемый, да, но почему они все такие разные? Зачем? Зачем они такие разные? Я вот у себя, значит, говорит, если я, значит, записываю, вот мы сейчас сидим, значит, я сейчас сижу вот в комнате, как это называется, не мониторная комната, ну, короче говоря, в комнате, в которой в студии мониторят, собственно, запись, значит, и вот там есть будка для вокалиста. Вот вокалист там спел, мы его записали, он вышел, и вот он здесь должен услышать себя ровно так, как он на самом деле поет. Как он на самом деле поет, а не как он там краше поет, или хуже поет, или там басовитее поет, или наоборот ярче. Так, как он должен петь. В этом смысл хай-фая. Окей, в общем, короче говоря, второй момент, и, в общем, это ему не нравится, с тем, что происходит в нашей индустрии сейчас. Второй момент, который ему не нравится, в том, что, конечно, колонки становятся все меньше и меньше, миниатюрнее и миниатюрнее. Это, конечно, безусловно, результат того, что технологически это становится возможным, в принципе, в нашем 2020 году. Но да, становится меньше, но становятся ли они лучше? На этом я прервал Билла. Okay, we can now finish it. So they get smaller, but are they getting better? DSP offers a lot of potential, and over time they should get a lot better. Ну, в общем, короче говоря, тут вся надежда на DSP. So, do you consider DSP a good thing in this case or not?
Yes, yes, it can be. It definitely can overcome some of the limitations and the things that I'm hearing. So this is gonna be the future. Окей. Значит, он говорит, колонки становятся меньше, но тут мы должны поставить, конечно, памятник тем самым системам DSP, да, то есть цифровой обработки звука внутри них и управления драйверами и усилителями, которые позволяют из совершенно скромного вида акустических систем получить весьма и весьма впечатляющий звук. И, судя по всему, за этим и будет будущее нашей индустрии. Друзья, ну давайте, наверное, немножечко завершать. Да, Михаил Сергеевич. Вот, Андрей, у тебя есть еще какие-нибудь рекламные объявления важные? Да, нет, ну слушай, Ну, подожди, думаю, что... тогда Билла отпустим, да? Да, я и Okay, хотел Bill, это thank you предложить. so much. Thank you so much. It was so profound. I really was astonished to try to translate that. So thanks for being with us. Thanks from all the audience from our stream. It was a pleasure. Hopefully, we're going to meet sometime again. Yeah, I love the passion in the Russian people. I think that's the thing that I love most about the Russians is just the passion and caring about whatever we're talking about. Нравится, говорит Билл, мне ваши ребята, русская вот эта вот страсть, как вы угораете по всему, значит, чем мы занимаемся. Thank you so much. Okay, you can now actually turn off your stream, and we are gonna follow with Andrei with some advertisement material. Right. Thank you so much once again. Bye-bye, Билл. Приятно было познакомиться. Окей, так, ну давай руби, Андрюх, что там? Да, Михаил Сергеевич, мы по традиции. Дорогие друзья, напоминаю про 20% промокод, который вы можете наблюдать в нашем чате. И, собственно, действует он всего лишь неделю. Да, там был Санчес, один из зрителей, который сетовал на то, что не купил он в свое время Legacy. Ну, собственно, Санчес, у вас сейчас есть возможность купить Legacy с 20% скидкой, так что милости просим. Вот, и, дорогие друзья, небольшой анонс предстоящего мероприятия. В эту пятницу ровно в 18:00 у нас будет стрим с Антонио Мезе, основателем. Это без меня, слава богу, наконец. Да, без тебя, без Михаила Сергеевича, так что милости просим, дадим ему отдохнуть. Да. Титанически бомбит стрим за стримом, так что Михаил Сергеевич с отдыхом, с выходными поздравляю. Ты-то поотдыхал в прошлый раз, ага. Да, я имел. Так, значит, кстати говоря, по-моему, я все равно участвую, по-моему, в понедельник в следующий раз, да? Ты не помнишь, что ты в понедельник, честно говоря, сейчас не скажу, анонс не помню, но я уверен, что мы без тебя никуда. Я в плохих стримах не участвую, будет что-то крутое. Это крутой стрим. В понедельник, подожди, так в понедельник, по-моему, будет с главным разработчиком Warfidale стрим, да, это же 25-й, да, 20 точно, Warfidale, да. Ребят, прям обязательно приходите, потому что это же Питер Камю, легендарный человек, который разрабатывал еще кефы в 80-х. Ну, короче говоря, это реально один из самых крутых разработчиков английских акустики. Вообще, вообще-то в мире, я думаю, что это человек, который реально, в пятерке вообще самых великих инженеров, которые сейчас вообще в индустрии до сих пор живы и функционируют. И вот мы его вроде как выловили, он должен с нами будет разговаривать. Сейчас он заведует прежде всего Warfidale, но я понимаю, что и кучей других брендов, которые сейчас принадлежат гигантской этой корпорации ИАГ. Но это англичанин, это один из лучших вообще разработчиков в мире, поэтому, собственно говоря, эти колонки хорошо звучат. Так что, ребят, в понедельник тоже не отвлекаемся. Приходите, да, в 18:00, да, будет интересно, я уверен. Спасибо, Андрюх. Да, и крайний анонс, у нас предстоит очередной стрим, дат пока нет, но в стрим разработки он будет проходить именно с экспертами пульт.ру, и тема будет именно про направление, про оборудование. Микшеры, микрофоны, кардиоидные микрофоны и так далее. Собственно, приходите, следите за анонсами, уверен, будет также интересно. Дорогие друзья, на этом все. Михаил Сергеевич, тебе огромное спасибо, рад был тебя видеть. Спасибо. Я даже немного заскучал. Вот, да, все, всем пока-пока, берегите себя, друзья, и до новых встреч. Пока-пока, Евгений, отключай.